Он не мертв. Эти слова, сорвавшиеся с губ оборванной женщины, будто ударили громом по толпе, собравшейся на кладбище. Холодный ноябрьский ветер развевал ее седые, спутанные волосы, а в глазах горел фанатичный блеск. Все обернулись, кто-то шепнул, что это безумная старуха, кто-то нервно засмеялся, стараясь скрыть страх. Но женщина, едва держась на ногах, уже шла к гробу, не слыша ни окриков охраны, ни возмущенных голосов. Гроб стоял у края свежевырытой могилы, обитый черным бархатом, с золотой табличкой, на которой было выгравировано имя Алекс Ричардсон, 25 лет. Сын самого Ричарда Ричардсона, человека, чье имя знали все в городе. Богатый, влиятельный, холодный. Он никогда не показывал чувств. Даже сейчас, стоя у гроба единственного сына, он выглядел каменным. Только едва заметное дрожание пальцев выдавало, что внутри все кипит. Когда женщина рухнула на колени у гроба, охранники бросились было ее оттащить, но она вдруг вскрикнула, схватив безжизненную руку Алекса. «Он теплый!» — закричала она. «Он не мертв!» Ее голос дрожал, но был полон такой силы, что даже ветер стих на мгновение. Люди замерли, а потом раздались нервные смешки. Кто-то подумал, что старуха сошла с ума от горя. Но внезапно один из музыкантов, стоявших ближе всех, побледнел и выронил трубу. Пальцы юноши чуть дрогнули. Едва заметно, как будто нервный тик, но это видели сразу несколько человек. Кто-то крикнул, что это игра света, кто-то выдохнул молитву. Ричард подошел ближе, сердце колотилось, как у мальчишки. Он не верил в чудеса, не верил в чувства, только в факты. Но когда он дотронулся до руки сына, внутри все оборвалось. Кожа действительно была не ледяной, как прежде. Тепло, едва ощутимое, но настоящее. Кто-то вызвал врачей, кто-то снимал происходящее на телефон. Толпа начала гудеть, как потревоженный улей. Женщина все так же стояла на коленях, не сводя глаз с лица Алекса, и шептала что-то тихо, словно молитву. Через несколько минут подоспели медики. Проверили пульс, и один из них, бледный, растерянный, произнес: «Он жив». Секунды тянулись, как часы. Кто-то заплакал, кто-то закричал. Ричард обернулся к женщине, хотел спросить, кто она, но она уже стояла, тяжело дыша, и смотрела прямо ему в глаза. «Я знала, что он вернется», — прошептала она. И только теперь Ричард узнал ее. Это была Мэри, няня, которая когда-то ухаживала за Алексом, пока тот был ребенком. Много лет назад он уволил ее, слишком настойчивая, слишком эмоциональная, слишком бедная, чтобы находиться рядом с его сыном. Мэри исчезла так же внезапно, как появилась. Ее никто больше не видел на кладбище. А Алекса увезли в больницу. Он очнулся через 2 дня. Врачи не могли объяснить, что произошло. Сердце юноши остановилось на целых 20 минут, и все же он вернулся. Ни лекарств, ни вмешательства, ни шансов. Только чудо.